Патруль спецназа двигался по реке, когда резкий, отчаянный рев заставил всех солдат замереть. Звук был полон боли и разносился по всей тайге. Командир группы немедленно отдал приказ двигаться к источнику шума. Через несколько минут они увидели причину. В воде, отчаянно барахтаясь, находились два медведя, взрослая самка и медвежонок. Они попали в ловушку. Старый, брошенный стальной трал, предназначенный для промышленного лова рыбы, стал для них смертельной западней. Медвежонок почти полностью ушел под воду, запутавшись в сетях, а мать, пытаясь его освободить, сама намертво запуталась в толстых тросах. Она уже едва могла держать голову над водой. Ее движения становились все слабее, а рев все тише. Командир оценил ситуацию. Бросать животных было нельзя, но и подходить к огромному хищнику, даже обессиленному, было самоубийством. «Андрей, твоя работа», — скомандовал он. Андрей был штатным медиком отряда и считался самым хладнокровным. Остальные — на берег. Прикрытие. Огонь только в крайнем случае, если он пойдет на тебя. Андрей сбросил с себя лишнее снаряжение. Ледяная вода обожгла тело, но он не обратил на это внимания. С одним лишь тактическим ножом в руке он медленно поплыл к медведице. Она была огромной, гораздо больше, чем казалось с берега. Когда он приблизился, она перестала рычать и просто посмотрела на него. В ее глазах не было агрессии, только животная усталость и отчаяние. Она тонула. «Тихо. Я здесь, чтобы помочь. Просто держись», — сказал Андрей, скорее для себя, чем для нее. Он нырнул в мутную воду, нащупывая скользкие тросы. Работа была адской. Нож с трудом резал мокрые стальные нити, а медведица периодически дергалась, мешая ему. Он решил начать с медвежонка. Тот уже почти не двигался. Найдя нужный трос, Андрей перерезал его одним мощным движением. Освобожденный малыш тут же собрал остатки сил и отчаянно погреб к берегу. Он выбрался на сушу, скрылся в кустах и оттуда начал издавать громкий, пронзительный скулеж, зовя мать. Этот звук словно ударил током медведицу. Она снова начала яростно биться в сетях. «Тихо!» — крикнул Андрей, уворачиваясь от ее лапы. Он понимал, что у него мало времени. Он нашел главный трос, который опутывал шею и переднюю лапу медведицы, и начал его пилить. Наконец, с оглушительным треском, трос лопнул. Медведица была свободна. И в эту же долю секунды произошел тот самый ужас. Вся усталость, которую она показывала, мгновенно исчезла. Это была уловка природы, последний резерв. Измученное животное взорвалось первобытной энергией. Вся боль и страх, которые она испытывала, превратились в слепую ярость матери, которая услышала плач своего детеныша на берегу. Она увидела в Андрее не спасителя. Она увидела в нем последнего врага, который стоял между ней и ее ребенком. Оглушительный рев сотряс реку. Медведица, встав на задние лапы прямо в воде, бросилась на него. Андрей замер. Он увидел только раскрытую пасть и огромные когти, летящие ему в лицо. Его товарищи на берегу закричали и вскинули автоматы, но он знал, что они не успеют. «Нет!» — успел выдохнуть он и инстинктивно нырнул под воду. Он почувствовал, как что-то огромное пронеслось над ним, вскипятив воду. Когда он вынырнул, задыхаясь, медведица уже была на полпути к берегу. Она плыла с невероятной скоростью, не оборачиваясь. Выскочив на сушу, она схватила медвежонка и исчезла в лесной чаще. Андрей остался один в ледяной воде, его сердце билось где-то в горле. Он выжил. Спецназовцы на берегу опустили оружие, молча глядя ему вслед. Ужас ситуации был не в том, что их могли убить. Ужас был в том, что они столкнулись с силой, которой было плевать на их намерения. Они спасли зверя, который в ту же секунду был готов их разорвать, и это был самый страшный урок, который им преподала дикая природа. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.